Друзья мои, поскольку я обещала, что я буду поддерживать вас не только ритуалами и беседами, но еще и работами, точнее, голосовыми, которые отправляют люди. Почему я это делаю? Так, я сейчас извиняюсь, я просто выкину людей, которые достали уже одно и то же писать. А что делать, если свечки нету? Надоело. Я должна о них думать. Что делать им, если свечки нет? Не делайте, значит, или купите свечку. Да, хватит. Поскольку люди не просто благодарят, да, они еще говорят, какой ритуал проводили, каким образом, как это дало результат и прочее, прочее. Поэтому я выставляю, чтобы вы вдохновились, чтобы вы поняли, где искать, где найти. Между прочим, мои старые каналы не игнорируйте. Каналы, архивы, старые работы. Смотрите все. Там на все случаи вы спрашиваете одно и то же, а я уже на этот случай вам подарила ритуал, понимаете? И мне приходится по второму, третьему разу как бы вам объяснять и говорить, терять на это время. Значит, прежде чем приступим к прослушиванию сообщений от людей, я хочу для аульско-кишелакского народа сообщить. Сейчас, секунду, я отвечу Яне. Ян, я чуть позже тебе скину этот ритуал для печати. И сейчас я в прямом эфире, хорошо? Чуть позже я тебе скину, какие там слова. Просто человек печатает, поэтому ей нужно точно знать, какие слова где произносятся. Да, да, и было бы хорошо, если это будет на украинском именно языке. И украинскими буквами она будет более реалистична. Ну, посмотрим, как лучше это сделать, чтобы люди могли легче произносить. Вот так мы работаем сутками. Просто сутками. Именно поэтому нам некогда и быстро видеть воровство работ. Именно поэтому нам некогда со всяким шушером вести войны. У нас просто нет времени. Если иногда мы им даем пару рожи, знаете, по морде, чтобы не расслабились, тогда да. Но вот так, да, я думаю, что с Украины, ты скинь мне текст, я попрошу девочек, они на украинском языке могут скинуть. Да, вот Лена, да, по-моему, я смотрела вас, если помню. Просто текст можешь скинуть, или я твой номер дам Яне. И, собственно говоря, мы хотим просто, чтобы в книгах было, насколько возможно, грамотно и правильно, понимаете? Да, на WhatsApp напишите Яне, только, пожалуйста, 500 человек не пишите. Несколько человек, потому что мы действительно хотим, чтобы в книгах было... Сейчас вот характерников начали постепенно издавать. И хотим, чтобы в книгах было как положено. Объясню почему. Потому что уважаем любую нацию, их культуру, и не хотим даже малейшим словом или буквой как-то задеть, обидеть людей. Понимаете, чтобы все было как надо. Чинно и благородно. Второй момент, значит, для кишлаков, которые вечно суют свой нос куда не надо, для особо одаренных великих магуев. Дорогие друзья, насчет джиннов. У меня насчет джиннов несколько лекций, очень подробных лекций. Вот джинны, просто набирайте джинны «Ведьмина изба». Вам выйдут. Я сегодня попросила Яну загрузить еще раз. Значит, еще раз загрузить про джиннов, чтобы напомнить народу. Кстати, Ян, когда исправишь, мне покажи, потому что там это на староукраинском. Люди могут не всегда понять слово, а слово менять нельзя, иначе заговор будет слабеть. Так что тоже, как сделаешь, мне покажи, пожалуйста, чтобы я
Если там есть на староукраинском, который не надо исправлять и трогать нельзя, значит, мы так и оставим. Хорошо? Итак, значит, сегодня одна особа сказала, что джинны с гуцульщиной тоже есть, у меня гуцульские тоже есть ритуалы. Я все должна издать. Я вот недавно тоже мне отправляли работы бабы Гали. Вот хотела на днях тоже ее работы выставить. Ну, просто катастрофически времени не хватает. Дорогие друзья, ритуал, я вам скажу сейчас по секрету, ритуал с лягушкой я хочу вам показать. Очень сильный ритуал с лягушкой. Особенно сейчас вот все на даче, на улице могут поймать лягушку, начитать. Уже третью лягушку сегодня мне принесли. Каждый день приносят банки и говорят, лягушку заказывали. В тот день держу эту лягушку, бедную, уже полночь, я еще не могу никак собраться. Короче, думаю, ну что я держу ее как зэка. Взяла, отпустила. Вчера эту лягушку собралась пойти сделать ритуал, смотрю, она окочурилась, отключилась. У меня прям такое чувство вины, думаю, блин, убила бедное животное. Ну зачем вот так вот получилось? Короче, пошла, выкинула. И потом почему-то мысль такая, эта аферистка, сучка, может быть, притворилась мертвой, чтобы потом убежать. И утром пришла, думаю, блин, надо проверить. Нет лягушки. Убежала, сука. Значит, меня вчера, значит, за дуру держала овца. Я ее до полуночи, значит, уговариваю, там, немножко потерпи, сейчас я тебя выпущу. А она, сука, взяла вон что, окочурила, специально сделала вид, как будто умерла. Я пошла ее выкинула, а потом вспомнила, что у лягушек есть такая особенность. Они специально притворяются мертвыми, чтобы змея или там какой-то ящерица их не сожрали. У них такой коматоз начинается, а потом они, значит, убегают. Я сегодня пошла, говорю, да твою ж дивизию, ты, блин, смотри, какая аферистка лягушачья. Так что сегодня третья лягушка там сидит уже. Я не могу никак собраться и провести. Но много, очень много дел. Вы не представляете, мы сутками просто с этими телефонами. Потом сажусь, делаю некоторые ритуалы, знаете, провожу с людьми, там общение туда-сюда. И люди, которым я еще не ответила вчера, которые записались, я отвечу вам сегодня ночью. Опять, вот так вот. Весь день это работа, дорогие друзья. Весь день. Еще когда нам нервы поднимают, еще когда эти суки пользуются ситуацией, что нам некогда следить. Вот такое дело, и знаете, как омерзительно. Уже вот так это все достало. Да просто сама ведьма вчера уже не сама особо хотела провести, поэтому. Потом Яна вышла посреди ночи лягушку искать. Я говорю, оставь ты их в покое нахер завтра. С утра опять по заказу в китайский ресторан лягушку притащили. Внизу стоит, квакает. Меня ждет. Пойду поцелую, вдруг в принцессу превратится. Так вот, никак не скажу вот это вот. Да, знаете, как говорят, сколько же жаб надо мужчине перецеловать, чтобы в итоге найти свою принцессу? Так и есть. I'm sorry. Это долбанный нос. Значит, о чем речь? Речь о том, что женщина, значит, про джиннов, да, сегодня мы уже говорили, продолжим. Вот джинны в христианстве это бесы, вот в исламе это джинны. Послушайте меня, безграмотное создание. Когда вы ни хера не знаете в этом мире, не надо суваться. Бесы и джинны совершенно разные силы. Еще раз рекомендую, открывайте. Джинны, все мои лекции просто слушайте досконально. Дорогие друзья, в отличие от христианства, ислам принимает существование и силу джиннов, извиняюсь. Это не бесы. Бесы в христианстве – это все духи языческого происхождения, которых, знаете, как бы приписали к нечистой силе и вне закона объявили. Кикимора, лешие, домовые для христианства – это все бесы, бесовская сила, значит, все, что касается язычества. Джинны – это совершенно иное. Джинны – это определенная раса духов. Считается, согласно Корану, что Бог первыми создал джиннов, и сказано, значит,
человек, Адам создан из глины, а джинны из огня. И это первые дети Лилит считаются по разным версиям. Сотворенные из огня определенная раса духов. У джиннов есть мюриды, у джиннов есть ифлины, это воинствующие джинны. Это практически как сообщество людей. Джинны разных национальностей, они исповедуют разную веру. Одни мусульмане, другие язычники. Джинны, мужчины, женщины, джинны стареют и умирают. И превращаются в определенную сферу. То есть они тоже превращаются в души, как человеческие души, только вот иные у них души. А до этого джинны – это определенная раса невидимых существ. Понимаете? Это определенная раса невидимых существ. Есть гурии, есть джинны, есть... они создают семьи, они влюбляются. И когда Бог, говорят, создал человека, джинны обиделись, они заревновали, сказали, что теперь Всевышний будет отдавать свою любовь, часть любви человеку. И когда он еще и попросил их уйти из места, где поселил человека, джинны озлобились. И Иблис, любимый сын Бога, Иблис, который был его правой рукой, воин, он пришел, чтобы наказать джиннов. И собрал мюридов и флинов, и начал бить джиннов, и подчинять Всевышнему. Там так сказано. То есть Иблис вначале был любимчиком Бога. Потом он стал против выступать, говоря о том, я не буду кланяться человеку, который создан из глины, ведь ты мне дал ключи знания, сказал он Богу. Сопротивлялся и ушел вместе со своими ифлинами, Иблис. Ушел как бы в оппозицию и так далее. Это очень долгий вопрос. Это напоминает греческую титаномахию, когда титаны и боги бились. Это напоминает кельтскую войну богов и фаворов, демонов и так далее. Но, дорогие друзья, что я хочу вам сказать? Джинны и бесы – это не одни и те же понятия. Просто настолько малограмотные люди, которые изучают, знают ислам, люди, которые знают восточную философию, они прекрасно понимают, что это, как. Они могут рассказать, я преподавала религию, я вела религиоведение, вы меня учите, кто такие джинны и бесы. Вы, кишлакские, полуобразованные ишаки, сидите, обсуждаете меня, мои работы, о чем вы говорите вообще. Я специально сегодня выставила еще раз лекцию джинны, но есть другие лекции, тоже подробные. Есть, значит, магия Востока, есть покорение джиннов. Я там все объясняю настолько подробно, чтобы вы поняли, джинны – это доисламские, дохристианские духи. Они не подчиняются ни христианам, ни мусульманам. Но у джиннов есть такая особенность. Они преследуют мусульман. Почему? Они считают, что до того мусульмане поклонялись джиннам. Они их считали малыми божествами. Они считали их силами. И когда пришел ислам, многие мусульмане отвернулись от джиннов, перестали им приносить подношения. До сих пор у арабов принято, даже если они ярые мусульмане, они соблюдают эти традиции Древнего Востока. Они местному джинну приносят подношения, чтобы вдруг не запутаться в пустыне, еще и так далее, и так далее. Вот это вот почитание и страх перед джиннами, он существует на Востоке всегда. И джиннов сравнивать с бесами может только малограмотная кишлакская баба, которая понятия не имеет, что такое джинны и что такое бесы. Понимаете? Они слышали, что вот бесов боятся, что бесы там как бы вредят людям и думают, ну, джинны то же самое бес. Уважаемые, это не так. И джинны нацелены больше на мусульман. Джинны очень редко нападают на христиан или на других людей другой веры. Они ищут мусульман, они мстят мусульманам. Поэтому очень многие тысячи различных, скажем так, ритуалов, молитв дано именно мусульманам для того, чтобы отогнать джинна, который на них напал. Если у кого-нибудь из вас есть мусульмане, друзья, товарищи и так далее, вы часто видели, слышали, как они во сне кричат. Они боятся произносить их слово, их имя. Они вообще говорят, они не произносят слово джин, потому что когда ты их называешь, они приходят.
Почему они мстят мусульманам? Потому что, мол, вы нас предали, вы начали поклоняться другой силе и забыли про то, что мы тысячелетиями были для вас боги и силы, которым вы приносили подношения. Вот и так далее. Ну что вы меня учите? Кто? Вот кого вы учите, уважаемые? Не надо меня учить. Какая разница, кто вы такие, там, мусульмане или христиане? Какая разница? Это тупость какая-то. Что значит, что если я христианка, я не могу знать ислам, да я могу вам рассказать по полкам все религии мира, которые хотите. Понимаете? Причем здесь это? Не обязательно исследовать какой-то религии, но знать я знаю. Я обязана знать, если я учу людей, объясняю людям, что такое за духи, что, как они, чего они, я обязана знать. Понимаете? И объяснять людям. И объяснять людям, что это за существа. Так вот, когда вот эта безграмотная баба сказала, что джинны, говорят, те же самые бесы, мне, конечно, стало очень смешно. И жалко ее, просто жалко. В Чечне, когда были бомбардировки, многие потом говорили, что люди пропадали, что начинались крики, начинались ор, начиналось по ночам страшное твориться в лесах, потому что эти вот бомбы, вот эта война, шум, он выгнал, отогнал джиннов из их нор, из их, значит, пещер, из их места обитания, и они стали мстить людям. И прочее, и прочее, и прочее, много чего. Так вот, откройте мои лекции, джинны, и посмотрите, пожалуйста, полностью, несколько лекций, прям набирайте джинны, ведьмина изба, выходят все мои лекции, там подробно сказано про джиннов. Подробнейшим образом, чтобы вы поняли, что это за духи, как с ними взаимодействовать, как сделать так, чтобы не иметь с ними никакого отношения. Еще пророк Мухаммед говорил, что в доме должна быть зажжена хотя бы одна свеча, потому что джинны боятся света. Это правда. Когда в доме полная темнота, начинается ходьба, начинается активность джиннов и прочее, прочее. Нельзя возле постели кушать, потому что джинны питаются молекулами еды. Если ты ночью повернешься и ударишь его, он тебе будет домостить. И многое другое. Одним словом, уважаемые люди, прежде чем гавкать, а по-другому я не могу сказать, это гавканье безграмотных людей. Прежде чем говорить, вы хотя бы посмотрите, с кем говорите, с кем вы спорите. Со мной о джиннах говорить не надо. Я извиняюсь, что так долгое время, в общем, посвящаю вот этому, потому что, ну, а как еще вот донести до тупого населения? Потом говорят, вот нас обзывают, да вас обзывать мало, вас пинать надо. Понимаете? Добрый день. Так, голосовые. Некоторые начинаем. Снова голосовые, чтобы вы знали, как мы переживали этот кризис. И как людям помогали, какие работы, и вы учли, имели в виду, тоже пользовались этими работами. Так, давайте не будем, все, закрываем рты, как подружиться, что делать, закрылись, все, тема другая. Добрый день, Яна. Хотела бы поделиться с вами тоже своими впечатлениями, своими наблюдениями, как проходят ритуалы, результаты после ритуалов. Делала недавно чистку соляной столб. И вы знаете, у меня реально так голова кружилась, что я вот просто лежала и вот лежала. Муж тоже как-то так уснул у меня, в общем, он такой и у него до сих пор такое ощущение какое-то вот расслабленность, вот какой-то вот так вот идет. То есть чистка прошла, да. От непривычки может резко стать или плохо, или слабость, усталость. Ну, прям так плохо не станет, чтобы скорую вызывали. Но бывает от непривычки, очищается. Вот резко, представьте, резко у вас отсекли какой-то там, например, часть вот бесполезного тела, да, оторвали. Конечно, вам станет немножко нехорошо, но это чистка. Это говорит о том, что она просто проникла в вашу душу, тело и начала очищать пространство и вас полностью обновлять. Дальше слушаем. После этого я сделала ритуал фортуны, вот обращение к фортуне. И у меня такая какая-то вот радость на душе. Знаете, вот деньги пришли неожиданно. Кстати, вообще вот не думала, вообще вот не знаю откуда. Читаю Марокко, тоже деда Ивана. У нас тут, знаете, я вот когда езжу после работы, такие правила, что после 10 могут радары ловить. И
в каких-то случаях они убираются, в каких-то не убираются. Ну, в общем, это надо будет бегать, оформлять. Вот верите, нет, ни одного радара не поймала. Хотя я проезжаю с работы где-то 5-6 радаров. Ни одного не поймала. Не поймала, все проходит гладко, тихо, спокойно. Это вообще чудо какое-то. Это реально чудо. Маме дала ритуал, антикризисный заговор. Вообще, человек успокоился, вообще вот эта паника прошла, как-то легко переносит, человек стал выходить без опаски, без всяких вот, ну как-то, да, вот страхов каких-то. Тоже она делала архарамский ритуал, как-то вот на оздоровление. Я тоже делала, кстати, тоже какая-то легкость появилась после этого ритуала. У меня вот, например, после этой ванны, там кофе, когда пьешь и воду с лимоном, у меня так голова кружилась, и у меня такая тяжесть была, мне просто хотелось вот просто лечь и все, и спать. Я уснула. Обычно я по утрам просыпаюсь, у меня какая-то тяжесть, ну вот пока разойдешься, пока то все. А это как-то проснулась, какая-то вот легкость, знаете, ни головных болей, ничего, вот реально работает. Реально спасибо, такой материал шикарный, вот реально спасибо, помогает. Ян, здравствуйте. Может быть, ни к чему сейчас это голосовое сообщение уже отправлять. Надо было раньше, когда Инга просила. Но, тем не менее, все равно мне так хочется поделиться. Нет, отправляйте всегда. Провожу ежедневно ритуал вот этот с деньгами «Пробудись, денежная сила». Вы не представляете, на самом деле все с мертвой точки сдвинулось. У меня свое кафе, сейчас все закрыто, ничего не работает. Стали работать на вынос. И с каждым днем все активнее и активнее, и лучше, и лучше. Хочу большое спасибо Инге сказать через вас. Напрямую ей как-то мне боязно, она может отбрить, потому что не вовремя могу попасть. Вот. И сегодня вот на богиню халяву сделала, тоже фотку вам отправлю. Спасибо. Нет, товарищи, вы меня уж так не пугайте, а то вы напоминаете мне слова Екатерины Великой. Если мой век боялся меня, то очень зря. Каждому человеку я желала только счастья и благополучия, и все делала для этого, сказала Екатерина Великая. Я могу отбрить, если человек 12 ночи звонит, начинает говорить, вот у меня проблемы и так далее. Ранним утром, если человек пишет, помогите мне, ни здрасте, ни до свидания. Да, в таких случаях я могу поставить на место. Я могу поставить на место, когда начинает, дайте мои призвание, вот могу ли я стать ведьмой, вот в таких случаях. А в остальном я вполне адекватный, нормальный человек, если вы мне напишете, просто, видимо, образ такой создался сервозной личности. Ну и хорошо, создался и хорошо, я только рада. Что я хочу вам сказать? Можно там, ой, вы мои бусики, гусюсики, вот мои хорошие, любимые клиенты мои. Вот это вот херней заниматься, но при этом никакую пользу человечеству не нести. А можно быть стервой, коброй, ядовитой, которая всех бреет, всех нахер посылает, но в то же самое время дает вам такие работы, которые просто вас спасают. И вы можете и выжить, и позволить себе нормальную человеческую жизнь, и защитить себя и своих детей, и оздоровиться, и прочее, прочее. Понимаете, можно быть аферисткой, жополисткой, пытаться вас заманить аферизмом, а можно быть просто грубиянкой, но в то же самое время человеком. Вот и все. Вот как хотите, так понимаете. Ведьмы никогда не были сладкоязычные женщины, дорогие друзья, никогда. Вот вспомните, когда в старину люди шли, они боялись ведьм. Если кто-нибудь когда-нибудь ехал к какой-нибудь деревенской бабушке, они все были очень строгие, очень, очень язвительные, очень такие, знаете, неласковые женщины. Ну, как и врачи, потому что если ты идешь к врачу, каждый врач с тобой будет сидеть, плакать, ой, ты моя бедная болеешь, что делать? Или будет строго говорить, пьешь вот эти лекарства, вот эти, приходишь на прием и так далее. Понимаете, ведьма не может априори просто быть такой ласковой, нежной, хорошей. Она целыми сутками пропускает через себя человеческие бедствия. У одного сына умирает, у другого невестка там вся украла, уехала, третьего сажают.
О чем речь? Такие аферистки сладкоязычные, это те, которым никто не ходит, никогда, они нахер никому не интересны, и они заманивают таким образом. Ты моя хорошая, ты моя дорогая. Знаешь, вроде бы ни хера не помогла, ничего не сказала человек, но была такая ласковая, хорошая, даже обидеть вот как-то вот неудобно сказать, знаете, вот ничего вы не помогли мне. Вот как-то даже неудобно, правда? Вот они на это и рассчитывают. Вот это вот заинька, кисенька, бусенька. Я же говорю, это такие элементы манипуляций, когда тебе говорят кисенька, бусенька, пробуждая в тебе в подсознании вот твое детское это состояние, когда в детстве тебе киса, зая говорили, ты сразу готова была растаять. Это вот остается в подсознании человека, понимаете? И когда тебе, взрослому человеку, взрослой женщине говорят зая и так далее, внутри они просто усыпляют твою бдительность, чтобы тобой пользоваться. Вот попробуйте, когда человек вам говорит «зай» или «кис», и говорит «никакой зай, никакой кис, пожалуйста, мне там по имени, отчеству». Такую фамильярность я не люблю. И вы увидите, как тут же поменяется отношение к вам. Потому что она поняла, что она не может тобой пользоваться. Все. Ты резко поставила на место. Все. И этот человек будет совершенно по-другому. Она покажет свое такое ядовитое гнилое лицо, что вы просто обалдеете. Такой уж от грязи выльют. Кстати, заметили, на нас грязь выливают те люди, которым мы помогли. Вот это самое обидное. Самое омерзительное. Когда человеку ты помогла, реально помогла. И через некоторое время именно этот человек тебе делает гадости, 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 бесконечные гадости. И ты думаешь, блин, да надо было дать тебе сдохнуть просто, вот и все. Сдохнуть. Вот, ну, омерзительно внутреннее чувство. Думаешь, блин, я помогла, спасла тебя, а ты сейчас сидишь, мне портишь кровь. Представляете? Так что вот учтите это. Или вот так вот сидеть, вот кисы, заи и прочее, прочее, или ставить на место. Кстати, вот эта алкашка, которая сегодня тявкала на меня про воровство и прочее, прочее, вот этой алкашке подарки внизу Афина Паллада и ее родовой браслет, который, ну, мамин браслет или бабушкин с жемчугами, который она мне подарила за помощь ей. Представляете? Подарила человеку, который ей помог. А теперь сидит тварь, школу ясновидения открыла, людей учит ясновидению. Ты о чем вообще? Ты иди проспись, от тебя воняет за километр, блин, перегаром. Пойдемте дальше. Добрый день, Инга. Я не знаю, вы помните меня или нет. Я к вам прошло достаточное количество времени. Обращалась к вам за диагностикой. Вот, вы сказали, что у меня закрытие дорог к браку, на маму что-то делалось. Вот, и поэтому у меня я сейчас не было вспомню. закрытие дорог к браку. Вот, потом вы меня почистили. Это был август 2017 года. Вот, с Всё этого помню. времени я там периодически несколько раз я тоже вам писала по результатам как бы вот этих чисток. Потом еще проводила некоторые ваши ритуалы, которые вы давали для женщин, которые хотят обрести свое личное счастье, встретить подходящего мужчину. Ну вот решила вам отправить голосовой отзыв. Вот в марте этого года наконец вот я встретила свою вторую половинку и вышла замуж. Огромная благодарность вам. Давайте еще раз перемотаю. Давали для женщин, которые хотят обрести свое личное счастье, встретить подходящего мужчину. Ну вот решила вам отправить голосовой отзыв. Вот в марте этого года наконец вот я встретила свою вторую половинку и вышла замуж. Огромная благодарность вам. Вот, хотела поделиться тоже своим отзывом. Дорогие женщины, я секунду скажу, 5 копеек вставлю свои. Смотрите, когда убирают препятствия к браку, это не значит, что человек прямо сейчас выйдет замуж. Вот завтра, послезавтра, через месяц-два. Может быть, через год, полтора. Может, быстрее, по-разному. Но самое главное, что это препятствие убрано, и потом постепенно дается человеку выбор. То есть сначала может прийти человек, который не понравится, но этот человек откроет у нее желание
создать семью, откроет, усилит ее женскую энергию. Знаете, когда сидишь, не выходишь замуж, да, так тебе уже и не надо, и не хочется. Но когда начинаешь постепенно встречаться, видеть, ты понимаешь, что тебе это нужно, ты хочешь выйти замуж, и у тебя уже появляется женская энергетика. Тогда притягивается нужный человек. Поэтому те женщины, которые делают эти ритуалы, делайте и отпускайте. Не сидите, не смотрите на часы. Очень может быть, что быстрее придет этот человек. Почему? Потому что когда вы доверяете духам, они это видят. Они видят доверие к себе. И они стараются быстрее вам помочь. Если вы делаете, сидите, думая, вот, получится, нет, а почему не сейчас, почему, тогда это будет тянуться долго. Как только вы отдали им в руки, вот сделали, не обязательно там верить 100%, не верить, не, просто сделали, забыли, живете своей жизнью дальше. Потом раз, и вы уже даже забыли, что вы это делали. Вот признаетесь, у вас бывают такие моменты, когда вы сделали ритуал, уже забыли о том, что вы сделали. Какое-то дело получается, и вы сидите вот прям в коматозе, как та лягушка, и думаете, блин, а как получилось? Это ж не получалось никак. А потом раз и осенило. Ой, я же ж там неделю назад вот этот ритуал делал, я же забыла, я же делал. То есть вы сделали, вы даже уже забыли о том, что вы сделали, а она работает, понимаете? Она работает, она же никуда не делась. Вы попросили, оно получилось. Просто вы сделали как-то, потом в делах, в работах забыли про это, вообще забыли. И раз, и она получается. И потом вы сидите, думаете, а как, а почему так получилось? А что, а вот не получалось? А потом и вспомнили. Ой, я же ж делала там неделю или две назад этот ритуал, я вообще забыла, что я делала. Вот так вот надо делать, понимаете? Делать и жить своей жизнью. Делайте, а потом чем дальше, чем сильнее, тем больше ваша энергия привыкает к этим силам. И уже сильнее, сильнее, сильнее срабатывает. У вас уже... В чем моя задача? Чтобы у людей с головы полностью убрался страх. Страх безденежья полностью убрался, абсолютно. Объясню почему. Уберется страх безденежья, будут всегда деньги, потому что страх безденежья, страх нищеты, он очень сильный. Страх разорения, он очень сильный, понимаете? И когда человек все время об этом думает, он закрывает у себя вот это. Почему многие женщины не могут родить, а алкашки там рожают и рожают, штампуют? Почему, знаете? Потому что разумная женщина боится. Вот я рожу ребенка, а вдруг мой муж со мной не останется? Вот я рожу ребенка, а вдруг завтра работу потеряю, как мне ребенка кормить? Рожу ребенка, а у меня дома нет. А вдруг у меня дом не получится, как мне ребенка растить? А завтра там вот эти каждый день законы, чипирование, хер знает, куда родить этого ребенка, в это рабство. Рожу, а вдруг чего? Понимаете? Она себе запрет ставит этими страхами, у нее закрывается. Наш организм нас слышит. Мы когда говорим «хочу умереть», «устала», через некоторое время начинаем болеть. Через некоторое время, значит, наваливаются проблемы. Потому что мы сказали, мы дали указание Вселенной: «хочу умереть, сделай все, чтобы я умерла». Вот она, наверное, работает для этого, в этом направлении. Когда вы говорите «я боюсь», «я не знаю» и так далее, ты даешь команду «стоп» своему организму, и твой организм не рожает. Казалось бы, здоровая женщина ходит по врачам, все у нее хорошо, все нормально. Почему она не рожает? У нее страх. Нормальная женщина не может выйти замуж. Почему не может выйти? У нее страх. А алкашка о чем думает? Перепихнулась, извините за выражение, пошла, забеременела, рожает. Она о чем-то думает. Ой, государство само там прокормит, если что, в детский дом заберут, там что-нибудь будет. Ну и как бы без разницы. А у нее нету понятия стоп. Она себе стоп не ставит, она себе запрет не ставит, она себе программу не внедряет в бошку, понимаете, что нельзя. Поэтому у нее рожается. То же самое у вас. Когда нету страха перед безденежьем, деньги всегда приходят. Вы просите, приходят. Вот этот страх убрали. Страх перед врагами. Когда вы знаете, что вас обидели, пойдете сделаете завтра на скорой увезут, то уже вы не боитесь врагов. У вас уже нет внутренней боли. Вот меня обидели, я пойду сейчас пристрелю, и меня посадят. Или лопатой дам по башке, и меня посадят. Как мне ему отомстить, что вот, сука, вот ты сделала, я хочу, чтобы ты точно так же страдала. Как сделать? Прийти, начитать. И потом ночью, слышишь, соседи вывезли ее, на скорой отвезли, ей плохо стало сердцем. Понимаешь? Или муж избил до полусмерти, или работы лишилась. И ты сидишь и говоришь: а вот теперь получай, тварь. Получай. Ты пошла, сделала на меня гадость. Ты пошла, мне жизнь испоганила. Ты из-за тебя я работу потерял. А вот теперь ты теряй свое здоровье. Понимаете? Все, страх перед врагами исчезает. А потом уже начинают видеть, что вы
все время мстите, и они перестают вас трогать. То есть моя задача в том, чтобы убрать у человека вот эти вот рамки, страх. Страх перед безденежьем, страх перед врагами, страх перед опасностями и так далее. Когда страх убран, человек живет. Просто вот он хочет деньги, он знает 100%. Сейчас пойду сделаю, и каким-то чудом у меня на карту придут деньги. Я не знаю откуда, но придут. И они приходят. Вот это все равно, как, знаете, включить телевизор и знать 100%, что сейчас включишь и появится на экране там изображение. У тебя нет сомнений в этом, вообще никакого. И вот вы к этому идете. Сделали, отпустили, сделали, отпустили. Все. Пойдемте дальше. В работе. Так что большая благодарность с моей стороны. Не зря все в жизни приходит вовремя. Являюсь очень большой вашей поклонницей. Смотрю вас еще с того момента, когда вы до операции открывали свой канал. Очень интересные беседы. Я еще тогда их нашла на YouTube. Потом вы исчезли. Но когда вы снова появились, открыв другой канал, рассказали, что было причиной вашего длительного отсутствия. Вот здесь стоп. А некоторые твари говорят, что я стала заниматься магией, потому что после операции меня на работу никуда не брали. Еще раз перемотаю и послушайте. Так что большая благодарность с моей стороны. Не зря все в жизни приходит вовремя. Являюсь очень большой вашей поклонницей. Смотрю вас еще с того момента, когда вы до операции открывали свой канал. Очень интересные беседы. Я еще тогда их нашла на YouTube. Потом вы исчезли. Но когда вы снова появились, открыв другой канал, рассказали, что было причиной вашего длительного отсутствия. Вот. С тех пор и до сих пор смотрю, записываю ваши ритуалы, делаю. Вот. Так что с своей стороны тоже хотела поделиться хорошими результатами. В финансовом плане тоже делаю разные ваши ритуалы, помогают. Вот. Так что стараемся, делаем. Большая вам благодарность, здоровья, счастья. Всегда за вас очень рада, радуюсь вашим успехам. Вы большая молодец, спасибо вам. И вам спасибо, что цените, помните. И по сей день помните это время и помощь, и за честность. Яночка, здравствуйте. Хочу вам рассказать, как мы пережили это кризисное время. Благодаря Инге и ее лекциям, ее ритуалам. Я в 2019 году, конец 2019 года, прослушала все предсказания года Палача. Провела ритуал с орлом. Вот, все мы сделали как надо. Муж у меня тоже в это верит. Короче, все ритуалы мы проводим постоянно. Каждое утро, каждый вечер читаем заговор в кризисное время. Все в дураках, я при деньгах. Вот. Ну, что хочу сказать. Мы этот кризис вообще не почувствовали. Муж как работал, так и работает. Гулять мы ходим. Маски мы ни разу не одевали. Не верим в то, что творится у нас в России. Все, как сказала Инга, все это сходится, все кругом обман и ложь. Поэтому благодаря Инге, она у меня как богиня, мы просто живем и живем, радуемся. И каждое утро, просыпаясь, говорю: Господи, не Господи, а высшие силы, пошлите здоровье этому человеку. Это не человек, это богиня, наверное, всех богов. Не знаю, прямо вот говорю, волнуюсь, благодарна. Спасибо, мне очень приятно, но к богам меня все-таки не причисляйте, иначе боги ревнивые. И так уже все твари начинают говорить, что люди мне поклоняются, я там их прошу мне молиться и поклоняться и прочее, прочее. Мне приятно, я понимаю, что вы таким образом выражаете ваше душевное состояние, потому что действительно это, все, что я вам даю, это вам помогает. Дорогие друзья, я вам говорила, что вот сила, которая называется злая сила, меня мучила много лет и очень много делала мне зла через людей. И когда я
просто вернулась к жизни, я дала себе слово, что я отомщу злой силе тем, что лишу эту силу новых жертв. Вот и все. Потому что злая сила питается нашими страданиями. Я решила, что моя месть будет не озлобленность на весь мир, не злость на людей и прочее, прочее. Что моя месть будет как можно больше людей спасти от этой злой силы и как можно меньше жертв отдавать этой силе, чтобы люди были счастливы. Когда люди счастливы, довольны жизнью, то злая сила лишается новых жертв. Вот моя месть, как говорят, моя страшная мстя, она действительно реально такая. Я просто села и подумала, когда мне было страшно и плохо, не было рядом никого. И сколько же людей на земле, которые одиноки, им страшно и плохо, и никого рядом нет. И как мне сделать так, чтобы вот мне никто не помог, а я хочу, чтобы у этих людей кто-то был в жизни. Ну вот пусть я буду в жизни этих людей, пускай далеко, пускай онлайн, пускай через каналы, через свои работы, беседы, лекции, но я хочу быть у каждого одинокого человека, который должен воспрять духом и понять, он пришел в эту жизнь, он должен жить, радоваться для себя, помогать своим детям, но жить для себя и дать пример своим детям, как надо жить для себя, и уйти спокойно, и на том свете тоже найти свое место, понимаете? Вот я так решила, и я так делаю. Конечно, очень много шушера и грязи, и мрази, которые пытались мне сломать крылья. Никому не нравится, что ты впереди других. Никому не нравится видеть такую любовь к тебе. Никому не нравится видеть такое поклонение, уважение к тебе. Люди не думают, что это все было дано не просто так, через огромные страшные жертвы. Им это не интересно. Они просто видят, знаете, сверкание фанфара, что за кулисная была жизнь, что я перенесла, и кого я потеряла, и сколько я рыдала в этих 4 стенах, и какие страшные моменты в моей жизни были, и чего, это никого не волнует. Но в любом случае, как бы там ни было, я считаю, что я свою миссию выполнила. Вот сейчас я просто продолжаю то, что начала. Но я свое выполнила. Меня не просто так спасали, меня не просто так вытаскивали из огня, и меня не просто так привели в этот мир. Привели, чтобы я стала, наверное, спасением для многих людей, и моей работы в том числе. Если я вам расскажу, начиная с самого детства, и очень много чего вы не знаете обо мне, мне все время говорят, напишите книгу. Поверьте мне, так больно это помнить, что я даже не хочу. Я, наверное, напишу книгу перед своей смертью. Вот напишу и уйду. Оставлю, и она издастся после меня, чтобы вы прочитали и поняли, что отдает человек, когда жертвует своей жизнью ради других людей. Чтобы вы просто поняли, что это такое боль, горе, потери и прочее. А то всем кажется, что горе и потери – это просто там кошелек потерял один раз, и вот сидишь, плачешь, что вот тебе не повезло. Нет, дорогие друзья. Но я это сделаю перед своим уходом, чтобы не было грязи. Я не хочу слышать, как будут обсуждать. Разумные увидят и поймут. Твари будут делать на этом какой-то там, знаете, то есть говорить то, что им удобно и выгодно. Но я все-таки, наверное, оставлю свою историю жизни и так уйду от вас. Когда некоторые идиоты пугают ведьму смертью, мол, ты умрешь, ты говоришь, я умру, вот ты такая-сякая. Да мне вас жалко. Смерть для ведьмы – это избавление, это возвращение в вечный покой, знаете, в дом своего отца. Вы просто примитивные люди, вы пугаете смертью человека, который прекрасно знает, что там есть, и видел это все, и не раз это проходил. Мне смешно, правда смешно. Смерть – это избавление, это самое большое избавление, которое есть. Я вам говорила, как мне сказал мой любимый, знаешь, я иногда думаю, почему хорошие люди рано умирают, а плохие остаются. Я, говорю, долго об этом думал и пришел к выводу, что просто хороших забирают, спасают от этой боли, а плохих оставляют дальше мучиться. Это, конечно, не обо всех людях, кто прожил до глубокой старости, было среди них и очень много хороших людей, но в любом случае, знаете, боги тоже не хотят вот это дерьмо, вот этот кишлак туда забирать и окружать себя кишлаком. Есть такая греческая притча, когда человек попадает к богам и говорит, скажите мне, о великие отцы и матери Вселенной, почему вы забираете лучших людей и оставляете всякое дерьмо на земле? Почему вы так делаете? Это несправедливо. И тогда Зевс говорит ему, иди на поле
И посмотри, сколько цветов. Собери мне букет, придешь, и я тебе скажу. Человек идет и срывает самые красивые цветы, собирает букет, приносит и отдает ему в руки. И тот говорит, а почему ты не собрал, значит, колючки, почему ты не собрал сухую траву, почему ты самые красивые собрал? Он говорит, ну приятно же, красивые цветы, самые лучшие, чтобы были в букете. Вот мне тоже приятно окружать себя самыми лучшими душами. Зачем мне эта грязь, чтобы они приходили сюда и окружали меня? Понимаете? Поэтому, когда пугают смертью человека, да наоборот, хорошие люди рано уходят. Вы глупые люди. Вы считаете, что если я рано уйду, значит, я плохая была, и меня вот наказали. Да дураки вы. Когда моя функция закончится в этом мире, я просто уйду на покой, больше ничего. Я именно поэтому и не думала о втором ребенке, потому что я знала, что я рано уйду. Я не хочу его оставлять сиротой. Но вы не в своем уме, да, ты думаешь о смерти надо думать каждый день. Каждый день надо жить как последний день, чтобы в любой момент, когда тебя заберут, ты был готов к этой смерти и говорил, я готов, я сделал и хорошее, и плохое, но хорошего больше сделал. Понимаете? Пугать смертью ведьмы – это смешно, дорогие мои. Это все равно как палкой пугать львицу. Смерти не существует, нету. Есть переход в другую жизнь, без тела, без болезней, без грязи, в совершенный мир. Вот это смешно просто. Вот, ой, ты умрешь. Да смерть – это награда. Награда. Страшнее жить убогой жизнью, мучиться. Вот что страшнее. Я не призываю вас думать о смерти. Живите, живите много, счастливо, хорошо, но не бойтесь смерти. Это всего лишь как отключиться и оказаться в другом мире. Всего лишь. Понимаете? И этот мир вокруг нас. Только из тела выйдем, мы сразу попадем в потусторонний мир. Вы думаете, потусторонний мир там где-то в Африке? Он вокруг нас, просто наше тело нас бережет. Я сейчас и твое включу, друг любезный. Нет предела. Единственное, что я позавчера послушала лекцию, вот эту «Я скоро умру», я так расстроилась, потому что я такой мнительный Вот, опять человек. сказали. Я все это через Я себя прям чувствовала, что пропускаю. об этом скажут сейчас. Прям говорю, аж плакать хочется, чтобы она долго жила. Дай Бог ей прям здоровье, что боги ей послали, чтобы она жила долго. Огромное ей спасибо человеческое за нас, за всех. Вы не переживайте так. Даже если меня не станет когда-нибудь, все мои работы и все, что я вам оставляла, это вам в помощь. Поэтому переживать не стоит. Умершая ведьма, мертвая ведьма, она, сейчас прозвучит плохо, полезнее, чем живая, потому что она может прийти в любое место и помочь вам. Поэтому не переживайте, не волнуйтесь об этом и не плачьте. Дорогие друзья, на Востоке еще до исламский период, это не с мусульманством пришло, но мусульманство, оно как бы усилило вот эту философию. До исламский период еще люди носили челму. Вы думаете, челма у мусульман на голове, что это такое? Это саван. Он был всегда белый, просто потом уже начали делать всякие там выкрутасы, всякие вышивать, там всякие... Ну, в общем, уже начали по моде делать. Но это саван. Саван, в котором хоронят человека, обматывают. То есть вот арабские шейхи носят на голове вот это длинное, что это саван. По законам и Востока, а потом уже и ислама, человек несет свою смерть на себе. То есть он должен каждую минуту быть готов к смерти. Вот его саван, понимаете, он с саваном на голове ходит и живет, тем самым думает о том, что любой момент его может не стать. И поэтому он должен жить таким образом, чтобы в любой день, когда его будут забирать, он уже был готов к этому, и он был достойный. То есть он не боялся, не говорил, подождите, я столько дерьма сделал людям, дайте там хотя бы полгода все это исправить. Вот к чему это идет философия смерти. Философия смерти говорит о том, что человек должен каждый день быть человеком, чтобы в любой момент, как только тебе скажут, тебе пора туда, чтобы ты сказал, я с чистой совестью пойду, я не боюсь. Понимаете, о чем речь? То есть всегда носите свой саван на себе. Помните, что в любой момент, когда за вами придут, вы должны сказать, да, я была человеком, можете меня забрать, когда хотите, все нормально. Вот о чем. Да, я об этом говорю. Я не говорю, что вы должны смерть хотеть или сидеть ждать смерти. Нет, вы должны каждый день быть человеком.
Не потом, не через 2 дня вот я буду хорошим человеком. Вы знаете, почему гнилые люди боятся смерти? Вы знаете, почему они мучаются долго? Для того, чтобы у них время было раскаяться, сделать что-нибудь хорошее. Потому что когда Анубис будет на чашу весов, положит ваше сердце и перышко, ваше сердце должно быть выше, должно перевесить. То есть оно должно быть более легкое, чем перо. То есть каждый день надо быть человеком, каждый день, понимаете? Чтобы непрекаянно не бродить потом между мирами. Да, пойдемте дальше. Вот о чем, да. Думайте каждый день, как будто вы живете последний день. Вот у вас сегодня последний день. Что вы сегодня должны делать? Мне нужно это, то сделать, это сделать. Вот живите каждый день, как последний день. И тогда ваша жизнь будет полная. Понимаете, ваша жизнь будет насыщенная, интересная. Если у вас последний день сегодня, вы будете тратить этот день на сплетни, на грязь, на вот всякое там обвинение людей в чем-то, на унижение кого-либо? Нет. Вы этот последний день не потратите на ерунду, правда? Вы потратите с пользой. Вот почему у меня каждый день лекции, свой день живу, как будто последний. И раз уж это последний день, то я думаю, надо мне дать хотя бы что-нибудь полезное, хоть последний день дать, сколько я смогу и успею. Понимаете? А не сидеть и разводить сплетни, кто чего сказал и как сказал. Ну и в последний день сапогом по морде некоторым личностям тоже не грех долбануть. Пойдемте дальше. Привет, дорогая. Там можешь сказать, что я, Вардан Агапетян, я не скрываю свое имя. Я тоже очень благодарен, потому что я тоже сделал все ритуалы. И после этого у меня, ты знаешь, какой диагноз был. Я там отправил даже видео, пусть они тоже это слышат. И я могу точно сказать, что все это в ритуале мне помогли. Если не были эти чистки, эти ритуалы, я очень сомневаюсь, что гепатит С вылечился просто через неделю. Это просто я даже я сам не могу найти слова для того, чтобы объяснить мои чувства. Вообще это как честно, я вообще ничего не могу сказать. Давайте пойдемте далее. Все, Вартан, спасибо за честность. Да, он даже снимал видео. И есть его видео. Так, сейчас дальше пойдем. А, нет, голосовые сейчас найду. Чат потеряла. У нас тут чатов дофига и больше. Заметки, консультации, голосовые. Очень много. Ну, надо. Знаете, напоминает анекдот Чукчи. Слышали? Геолога придет, однако. Я ухожу, однако, на охоту, однако. Ты его не принимай, однако. И под него не ложись, однако. Почему, однако? Беременный будешь, однако. Ну, прошло время. Возвращается муж с охоты. Жене говорит, геолога приходил, однако? Приходил, однако. Ты под него не ложилась, однако? Не ложилась, однако. Он под меня ложилась, однако. Теперь о чем я хочу сказать? Буду я вначале ролик снимать или на консультации отвечать, все равно туда или сюда. Я под него или он под меня, все равно мне придется это все в один день делать. Так что геолога приходил, однако. Хочется анекдот рассказать, но это на грузинском, только грузины поймут. Для начала, Ян, у меня к тебе большая просьба. Голосовые еще раз, пожалуйста, вот которые ты скинула. Прям берешь все, отмечаешь. Подожди, сейчас скажу, с какого места. Я тебе скажу. Отмечаешь и кидаешь мне еще раз, пожалуйста, потому что эти голосовые, видимо, надо их сразу открыть, а я некоторое время не открыла. И они, собственно говоря, вот сейчас я тебя отмечу. Ой, нет, не отметить, блин. Да ёкаламане, отменить. Их нужно по новой мне кинуть, чтобы я сразу же их отмечала. Отсюда, вот показываю, смотри. Вот все эти голосовые, видишь, сколько их? Вот их много. И вот они все не раскрываются, Ян. Смотри, я нажимаю, вот уже время прошло.
вот данные и не раскрывать. Их просто с этого вот отмечай все и по новой отправь. Я сразу открою, на все нажму, чтобы они открылись. Смотрите, сколько их, видите, нет? И так далее. Поэтому вот это. Давайте я для грузина расскажу, а вы потом как-нибудь переведете. Ну ладно, потом переведу. У нас уже времени не осталось почти, поэтому и пойду. Уже который день хочу рассказать, но никак. Это старинный анекдот, может, кто-то слышал. У грузина, значит, умирает жена. Он привозит жену в Москву, чтобы вылечить туда-сюда, и умирает она, в общем. Выходит врач. Муж говорит: от чего моя жена умерла? Врач такой: от рака. Ну, от рака. Но в грузинском языке слово от рака немножко по-другому звучит. Сейчас я по-грузински расскажу, потом вам переведу. Привозит, в общем, там, ну, от рака, заплакал он, привез жену хоронить в Грузию. И все эти родственники приходят, и начинается: Рамогида Джо, Рато Мокда, Рамогида, Рашия Сакме, Ратква Иса Экими. Короче, его достали, он поворачивает, Равите Кацо, Атрака да Мокудао. Теперь перевод. От рака. Но в грузинском языке от рака означает, ну, в общем, культурно говоря, выкаблучивалась. Выкаблучиваться. И привозит жену хоронить. И, значит, родственники говорят: от чего умерла? Там, что случилось? Он говорит: откуда я знаю? Выкаблучивалась и умерла. Я откуда знаю? Но на русском языке, конечно, смешно, но не так смешно, как на грузинском. Короче, атрака, да мокуда. Так вот, вот эти все, которые у меня забирают, вот эти мои работы, я им тоже хочу сказать: ну, атрака в сакме. А то будет как с той бабой: атрака да мокуда кацо. Нравится мне. Все. Всем удачи, всех благ. И дальше потом продолжу голосовые. Есть там много, но надо их, Яне надо будет их переслать, по новой просто отметить и переслать, чтобы я их открыла. Все, всего хорошего.